Мадурай — город, где время течет иначе. Здесь, под сенью гапуром великого храма Минакши, каждый камень кажется пропитанным древними легендами. Для фермера Аджая этот город был не просто местом жительства, а живым организмом, частью которого он был сам. Аджай не был богат, но его гордостью был небольшой сад и, конечно, Лакшми — корова редкой красоты и кроткого нрава. В Индии корова — это больше, чем домашнее животное. Это Гау-мата, мать-кормилица. Аджай относился к Лакшми с глубоким почтением. Она отвечала ему взаимностью. Ее молоко было самым сладким в округе, а глаза, казалось, светились неземной мудростью. Но однажды привычный ритм жизни Аджая был нарушен странным событием. В то утро солнце только начало окрашивать небо в нежно-розовые тона. Аджай, как обычно, вышел во двор, чтобы задать корм Лакшми. Подойдя к загону, он вдруг замер, и сердце его пропустило удар. Лакшми не стояла, ожидая еду, а лежала на земле. Это было дурным знаком. Фермер испугался, что животное заболело. Но, подойдя ближе, он увидел нечто, что заставило его остановиться в полном оцепенении. На широком боку коровы, уютно устроившись, лежал маленький мальчик. На вид ему было 3 года. Ребенок прижимался щекой к теплой шкуре Лакшми и что-то тихо, почти неслышно бормотал. Его крошечные ручки обнимали массивную шею животного. Самым поразительным было поведение Лакшми. Корова, которая обычно была настороже с незнакомцами, лежала неподвижно. Она лишь мерно дышала, а ее хвост иногда лениво отгонял мух. Казалось, она охраняет сон этого ребенка. «Эй, малыш!» — шепотом позвал Аджай, боясь напугать странную пару. Мальчик вздрогнул, поднял голову и посмотрел на фермера огромными, полными серьезности глазами. В этом взгляде не было детского озорства, только какая-то глубокая, не по годам взрослая печаль. Не сказав ни слова, ребенок соскользнул с коровы, и прежде чем Аджай успел что-то предпринять, юркнул в пролом в заборе и исчез за деревьями. Аджай опросил соседей, но никто не узнал ребенка. «Может, это дух? Или маленький Кришна решил навестить твою Лакшми?» — шутили друзья. Но Аджаю было не до шуток. На следующее утро все повторилось. И на следующий день тоже. Каждое утро, около 8 часов, мальчик появлялся словно из ниоткуда. Он не играл в обычные детские игры. Его игрой был ритуал нежности. Он обнимал Лакшми, взбирался к ней на спину, шептал ей в уши какие-то слова и иногда тихо напевал мелодию, лишенную слов, но наполненную щемящей тоской. Лакшми же в эти моменты преображалась. Она словно впадала в транс, позволяя ребенку делать все, что угодно. Аджай наблюдал за этим из окна дома. Он видел, как мальчик гладит корову по морде, как он прислоняется лбом к ее лбу. В этих отношениях была какая-то священная тайна, в которую Аджаю было неловко вторгаться. Но любопытство и беспокойство за ребенка в конце концов пересилили. Кто этот малыш? Почему он один? И почему именно Лакшми стала его единственным другом? В один из знойных полдней, когда мальчик, как обычно, закончил свой визит и направился к выходу, Аджай решил последовать за ним. Он старался держаться на расстоянии, чтобы не спугнуть маленького беглеца. Мальчик шел уверенно, несмотря на свои малые годы. Он пересек шумную рыночную площадь, где пахло куркумой и жареным ги, пробрался сквозь узкие переулки, где стены домов были раскрашены яркими цветами, и, наконец, вошел в бедный, но опрятный квартал на окраине города. Он остановился у небольшого домика с покосившейся дверью.
На крыльце сидел мужчина средних лет, чье лицо было изборождено морщинами забот и печали. Увидев мальчика, мужчина преобразился. На его лице расцвела теплая, искренняя улыбка. «Арджун, ты вернулся, мой золотой», — сказал он, подхватывая сына на руки и прижимая к себе. Аджай, стоявший в тени раскидистого баньяна, понял, что больше не может скрываться. Он вышел на свет и направился к мужчине. Мужчина сначала напрягся, увидев незнакомца, но мягкий взгляд Аджая и его простая одежда фермера быстро расположили его к себе. Аджай представился и честно рассказал о том, что вот уже вторую неделю этот маленький мальчик приходит к его корове. Услышав это, мужчина опустил голову. Его плечи задрожали, и на мгновение воцарилась тишина, нарушаемая только отдаленным гулом городских улиц. «Присядьте, добрый человек», — наконец произнес он. «Меня зовут Рахул, а это мой сын, Арджун. Вы спрашиваете, почему он ходит к вашей Лакшми? На это есть причина, от которой мое сердце обливается кровью каждый раз, когда я об этом думаю». Рахул начал свой рассказ. Еще полгода назад у них была совсем другая жизнь. Они жили в деревне, у них был свой клочок земли, и самое главное, у них была Кавита, жена Рахула и мать Арджуна. Кавита была душой нашего дома. Голос Рахула дрогнул. У нас тоже была корова. Арджун практически вырос в хлеву. Кавита была очень трудолюбивой. Когда она уходила ухаживать за животным, она всегда брала сына с собой. Она сажала его на солому, а сама доила корову или чистила ее шкуру. И все это время она пела. Она пела ему древние колыбельные и песни о любви Радхи и Кришны. Маленький Арджун привык засыпать под это пение, прижавшись к теплому боку их коровы. Для него образ матери и образ этого доброго, теплого существа слились в одно целое. Запах сена, парное молоко, мерное дыхание животного и нежный голос матери — это был его мир, его кокон безопасности. А потом пришла болезнь. Продолжил Рахул, вытирая слезу. Кавита сгорела за неделю. Я остался один с ребенком на руках. Мне пришлось продать землю и корову, чтобы выплатить долги за лечение, и переехать сюда, в город, в поисках работы. Аджай слушал, и в горле у него встал ком. Он представил маленького мальчика, который в один миг лишился и материнского тепла, и привычного уклада жизни. «Арджун не понимает, что мамы больше нет», — прошептал Рахул. «Он не плачет, но он и не говорит почти. Он ищет ее. Здесь, в пыльном городе, он чувствовал себя потерянным, пока однажды, видимо, не набрел на ваш двор и не увидел Лакшми. Ваша корова, она, должно быть, очень похожа на нашу. Те же пятна, тот же запах. И теперь он ходит к ней, чтобы снова почувствовать маму. Он поет ей те самые песни, которые пела Кавита. Для него это единственный способ вернуться в то время, когда он был счастлив». Аджай почувствовал, как по его щекам катятся слезы. Он вспомнил, как Лакшми замирала под руками мальчика. Животные чувствуют горе лучше людей. Корова понимала, что она для этого ребенка не просто животное, а мост к утраченному раю. Она приняла на себя роль матери, отдавая свое тепло тому, кто в нем так отчаянно нуждался. «Послушай, Рахул», — сказал Аджай, кладя руку на плечо мужчины, — «не запрещай ему приходить. Мой дом — ваш дом». Лакшми выбрала его так же, как он выбрал ее. Пусть он приходит в любое время. С того дня жизнь в доме Аджая изменилась. Арджун перестал быть тайным гостем. Теперь он приходил открыто.
Аджай всегда оставлял для него миску свежего молока и лепешку. Со временем мальчик начал улыбаться и фермеру. Иногда, глядя на то, как Арджун шепчет что-то на ухо Лакшми, Аджаю казалось, что в воздухе разливается едва уловимый аромат жасмина, любимых цветов кавиты. Словно материнская любовь, не зная преград, действительно находила путь к сыну через бесконечное терпение и теплоту старой коровы. Эта история быстро разнеслась по Мадураю. Люди приходили посмотреть на мальчика и корову, приносили сладости и цветы. Но Аджай оберегал их покой. Он понял одну важную истину. В этом огромном и порой жестоком мире исцеление приходит через самые простые вещи, через объятия, через шепот, через верность животного, которое умеет любить без слов. Дорогие зрители, эта история напоминает нам о том, как глубоко дети переживают потерю и как удивительно они находят способы справиться с болью. А как вы думаете, способны ли животные действительно понимать человеческое горе и становиться для нас опорой в трудные минуты? Поделитесь своими мыслями в комментариях. Если эта история тронула ваше сердце, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые рассказы о силе человеческого духа и доброте. До новых встреч!